Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал обзоров крючком. И рада приветствовать всех новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, и чтобы вы не запутались, для вас собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Я надеюсь, видео вам понравится, вы ставите свои лайки, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять, и нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новинки. А своим постоянным зрителям, своим подписчикам, своей большой-большой группе поддержки, спасибо вам большое за ваши теплые слова, за ваши пожелания. Я сегодня к вам с узорчиком для очередного бактуса. Получается, это платок, который вяжется от угла. В моем случае он будет вязаться от угла до бесконечности. То есть я его не буду завершать. Понятно? То есть не как шали вяжутся. Вяжем от угла и до нужного вам размера. Итак, ниточки какие у меня сегодня будут. Называются они Alize Baby Wool. По составу, смотрите, батик, да, то есть видите, это секционное окрашивание. По составу 40% это шерсть, 40% это акрил и 20% это бамбук. Ниточка мягусенькая, обязательно попробуйте, кто еще, возможно, не вязал. В 50 граммах здесь находится 175 метров. И нам здесь советует производитель, вот, берите крючок от единички до тройки, да, то есть хотим поплотнее вязание, мы вяжем единичкой, хотим более воздушно, рыхлая троечка. Но я вяжу троечкой, скажу вам, что сильно рыхло все равно не получится. Вот, я беру троечку. Вы, естественно, берите любую свою пряжу, какую хотите, не обязательно такую же, естественно, подходящий для нее крючок для вашей плотности вязания. И приступим, да. Схемку к данному бактусу я прилагаю, но схемка уже какая вот есть, да, то есть смотрите, кто может по схемкам читать, читайте по схемкам. Ну, и либо смотрите, наблюдайте за руками. Договорились? Ну что, свяжем. Так, берем ниточку. Напомню, да, что вы можете ниточку брать как снаружи, да, можете брать изнутри. Особенно вот когда секционного окрашивания, то вы же возьмете несколько моточков, да. У меня на бактус уходит 8 моточков. Уже как бы проверено, ну, скажем, мне, так скажем, нравится данный размер. Вы можете взять меньше, можете взять больше. И моточки же все разные. Поэтому приходится один моточек брать снаружи, другой моточек брать изнутри. Это уже на ваше усмотрение. Тут в данном случае и как удобно будет, и как по цвету будет подходить вам. Угу. Так, смотрите, я взяла, получается, из центра, да, моточка. У меня здесь, получается, начинается ниточка серенькая, а потом идет уже такая светло-мятная. А потом постепенно будем смотреть, как будет переходить в розовый, да, вот такие вот весенние оттенки. Получается, молодая травка, да, молодые листочки, первые цветочки и даже небольшая весенняя грязь. Ну, давайте. Итак, смотрим на схемку, повторяем. Для начала делаем петельку фиксации, все как всегда. И по схемке набираем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Далее возвращаемся к самой первой петельке, делаем накид, в первую петельку нырнули и провязали в эту петельку 3 столбика с накидом. Итак, 2 петельки, 2 петельки. Сюда же второй столбик с накидом. И сюда же третий столбик с накидом. Все, вот у нас такой первоначальный треугольничек получился. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И сюда же, в эту же верхушку этого же столбика, откуда мы только что провязали 3 петельки, мы должны будем провязать арочку из пышных столбиков. Итак, накид. Нырнули в столбик, вытащили ниточку и держим на крючке. Не провязываем. Накид. Второй раз. Накид. Третий раз. Накид. Четвертый раз. Вы можете делать и 5, и 6, и 7, и сколько угодно раз. Да? Чем больше вы сделаете накидов и петелек, тем, конечно, более эффектная будет шишечка-бубочка. Но знаете, что пряжу кушает данный элемент, да, очень много. Поэтому смотрите на ваше усмотрение. Итак, далее провязываем полностью аккуратненько, но не до конца. 2 последние петельки оставляем на крючке, а потом 2 петельки провязали вместе. Далее воздушная петелька. И сюда же ныряем, делаем такую же вторую шишечку, пышный столбик. 1, накид сюда же, 2, накид сюда же, 3, и я делаю накид сюда же 4. Ну, как по схемке, да? Провязываем все вместе до последних 2 петелек. Потом последние 2 петельки тоже вместе. И у нас с вами получается такая вот арочка. Сейчас я провяжу. Оп, вот так вот. Вот такая вот получается у нас как бы, ну, рогаточка с арочкой внутри. Я считаю, что здесь воздушная петелька обязательно, потому что дальше у нас будет в эту арочку провязываться еще рогаточки из пышных столбиков. Поэтому воздушная петелька обязательно. Итак, когда мы провязали рогатку с пышных столбиков, мы сюда же
делаем столбик с накидом. Вы пока просто повторяйте. Это начало. Так, далее. У нас идут 2 столбика. Раз, два. Вот эти 3 петельки подъема мы не считаем. Раз, два. 2 столбика. Мы их будем провязывать с одной верхушкой. Смотрите как. Накид. Нырнули в столбик, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. Накид. В следующий столбик также нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. И теперь, когда 3 петельки на крючке, мы их провязываем вместе. Все. Ряд наш закончен. Далее что делаем? 2 воздушные петельки. Раз, два. Поворот. Вы пока просто повторяйте, потом поймете принцип узорчика. И получается, вот мы отсюда делали 2 воздушные петельки, значит мы в следующий наш столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. Вот таким образом. Далее получается, у нас идут вот эта наша рогаточка из пышных столбиков, поэтому мы делаем здесь точно такую же рогаточку. Ныряем в арочку, вытягиваем ниточку, накид 2, накид 3, накид 4. Все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки вместе провязали. Воздушная петелька и еще одна такая же, такой же пышный столбик, такая же шишечка, бубочка. Раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки вместе провязали. Понятно? Вот у нас получается над рогаточкой вот такая же еще одна рогаточка. А далее смотрите. Вот мы делали, получается, 3 петельки подъема. И мы беремся за последнюю петельку и провязываем в эту петельку аккуратненько 4 столбика с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. И сюда же 4. Начало вязания всегда в любом изделии, оно немножечко медленнее идет, да, потом дальше будет очень быстро. Вот, смотрите. Изначально как бы уже картина какая, что здесь мы будем постоянно убавлять, да, наши петельки, а здесь будем постоянно прибавлять. То есть с этой стороны запомните просто, ну как бы уже, да, в каждом ряду у вас будет вот так вот по 4 столбика. В один столбик в самый последний по 4 столбика. Последний столбик по 4 столбика. А здесь будем постоянно по 2 столбика провязывать вместе. Получится очень красиво. Идем дальше. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Раз мы договорились, что мы будем в этот столбик провязывать 4 столбика, то есть вот у нас имитация столбика уже есть, значит осталось 3 столбика. Поняли, да? Раз, два, 3. Вот. Самые первые 3 петельки это была имитация столбика. Вот считаем. Раз, два, 3, 4. 4 столбика с накидом. Все четко. Идем дальше. Вот наши 3 столбика, которые идут до пышных столбиков, да? Раз, два, 3. Мы должны будем провязать обычными столбиками с накидом. Раз, два, 3. Есть. Далее переключаемся, смотрите, вот на наш, получается, на нашу рогаточку, но здесь будьте внимательны. Здесь у нас же, получается, будет заканчиваться ряд, да? Поэтому сейчас мы вяжем не 2 пышных столбика, а всего лишь только один. Нырнули раз, нырнули 2, нырнули 3, нырнули 4. Все вместе провязали и зафиксировали. А теперь внимательно смотрите. Теперь мы наделаем накид, ныряем сюда же, провязываем неполный столбик, то есть 2 петельки и стоп. Накид и, смотрите, получается, ныряем, вот последний столбик, помните, мы 2, получается, вместе провязывали столбик и 2 воздушные петельки. Вот беремся за эту верхушечку, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки и вот эти 3 петельки провязываем вместе. Оп, видите? То есть мы здесь убавили, все, красота. Идем далее. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. То есть если мы провязывали полноценный столбик, было бы 3, да? Но мы же здесь, получается, имитируем, что мы провязываем вместе 2 столбика с одной верхушкой. 2 воздушные петельки, поворот. И теперь мы с вами, смотрите, делаем накид и беремся за верхушку вот нашего пышного столбика. Взялись за верхушку, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. Есть. Далее до конца ряда мы провязываем все полностью столбиками с накидом. Давайте вместе. Раз, два, 3, 4, 5,
6. А там, где 3 петельки подъема, помните, да, что мы с этой стороны, когда прибавляем все время, в каждом ряду делаем по 4 столбика. То есть мы беремся за верхушку, получается, этих петелек подъема, именно за третью петельку аккуратненько, и провязываем 4 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Сюда же 4. Вот. Если внимательно посмотреть на наш начинающийся бактус, да, вот здесь у нас убавочка идет, а здесь у нас прибавочка идет. Понятно? И тут будут у нас пышные столбики. Далее, смотрите, когда вы провяжете, внимательно для себя будете считать, да, вот у вас пышный столбик, да, начали провязывать. А далее следующий ряд. Раз, два, три, да. И через 3 ряда вы должны будете начинать еще один, получается, как бы ряд с пышными столбиками. То есть, как бы такую вот косую, диагональ. То есть раз, два, три провязали, значит, следующий ряд у вас будет начинаться пышные столбики. Все, вяжем. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И опять точно так же. Сюда же, в этот же первый столбик, мы делаем рогаточку из пышных столбиков. Накид раз, накид 2, накид 3, накид 4. Провязали вместе 2 петельки вместе. Не забыли воздушную петельку. Сюда же накид раз, накид 2, накид 3, накид 4. 2 петельки, все петельки провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе. Все. Наш пышный получается столбик, а вернее рогатка, готова. Теперь точно так же не забыли провязать сюда же столбик с накидом. Есть. А теперь провязываем все вот эти вот наши столбики до конца столбиками с накидом. В конце я вас встречаю, мы здесь делаем убавочку. Угу. Итак, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Смотрим. Вот столбик провязываем не полностью. 9. И видите, у нас еще получается верхушечка. Вот у нас были 2 столбика провязаны вместе. 2 петельки и столбик. Вот мы беремся за верхушечку и провязываем тоже 2 петельки. Стоп. И получается все вместе провязали. Оп. Видите? Вот у нас тут убавочки. Здесь мы убавляем каждые 2 столбика, да, провязываем вместе. А здесь мы прибавляем каждые 4. Каждый ряд 4 по 4 столбика. И поэтому у нас будет расширяться наш бактусик. Идем дальше. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Повернулись. И вот следующий столбик. Вот не этот столбик, да, а следующий провязываем столбиком с накидом. Вот у нас пошла опять убавочка. Видите, даже видно. Треугольничком таким выглядит. Все, смотрите. Теперь идем, шагаем столбиками с накидом вот до нашей рогаточки из пышных столбиков. Вот, смотрите, получается, доходим до нашей рогаточки из пышных столбиков. То есть мы, получается, все столбики провязываем столбиками с накидом. То есть вот этот вот, который перед рогаточкой. А далее вяжем пышные столбики. То есть вот она, арочка из воздушной петельки. Ныряем в нее. Раз, два, три. С накидом, естественно, да? 4. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. Сюда же. Раз, два, три, 4. Провязали, зафиксировали. А теперь внимательно смотрите. Вот у нас, помните, были 3 петельки подъема, да, перед нашими шишечками. Так вот, мы ныряем, получается, в 3-ю петельку подъема и провязываем, как вы думаете, сколько столбиков? Правильно, здесь у нас прибавочки идут, значит, мы провязываем 4 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4. Угу. Вот, видите, начинается наша дорожка из наших пышных столбиков. Идем дальше. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Поворот. И сюда же провязываем 3 столбика с накидом. То есть в сумме у нас получается 4. Раз, два, 3. Вот. И в сумме мы получили
4 столбика с накидом. 3 петельки это имитация столбика. Раз, два, три, 4. Понятно, да? И далее, смотрите, опять наши 3 столбика до шишечек провязываем обычными столбиками с накидом. Раз, два, три. И смотрите, дальше что мы делаем. Вот, там, где у нас шишечка-бубочка, мы такую же рогаточку делаем с шишечек-бубочек. Доходим до конца ряда и последние вот эти вот столбики, две верхушки, провязываем вместе. Потом опять 2 воздушные петельки, да, и со следующего столбика довязываем до шишечек, до бубочек. Далее переключаемся, получается, на столбики, которые тут после шишечек, провязываем до конца ряда, и здесь, получается, делаем опять 4 столбика с накидом. Провяжем самостоятельно? Давайте. Провяжем вот так вот до конца. Здесь уменьшим, вернемся, провяжем до конца, здесь увеличим, и я вас встречу. Ну, для проверки, как у вас получается. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, что получается. То есть я вас оставила, получается, на уровне вот такого же рогаточки, да, и вы, получается, самостоятельно провязали здесь столбики с накидом, убавили, да, 2 столбика провязали вместе, далее опять 2 воздушные петельки, столбик, то есть убавочка пошла и так далее. То есть между убавочками и шишечками вы видите, что каждый раз столбиков становится все меньше, да, 9, 8, 7, дальше будет 6, 5, 4, 3, 2, 1 и так далее. Понятно? И как бы закончится край. Вот. Здесь у нас идут убавочки. Опять сделали рогаточку из пышных столбиков. Здесь провязали все столбики до конца столбиками. И в самом последнем мы опять провязываем 4 столбика с накидом. Понятно? А теперь смотрите, как я и говорила, после пышных столбиков, да, отсчитываем 3 ряда. Раз, два, три. И следующее будет опять что? Правильно, пышные столбики. Все, давайте. Мы уже умеем. Повторим. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И сюда же, в этот же столбик, мы провязываем первую нашу рогаточку в этом ряду. Раз, два. Первую диагональ, так скажем, да? 3, 4. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. И сюда же еще раз. Раз, два, три, 4. Провязали, зафиксировали. И не забыли, что мы в этом, получается, в нашей рогаточке сюда же делаем столбик с накидом. Да? То есть у других мы так делать не будем. Все. И далее опять вяжем до наших пышных столбиков столбиками с накидом. То есть ничего сложного. Так вы будете прибавлять через каждые 3 ряда новую диагональ пышных столбиков. И плюс в каждом ряду прибавляете по 4 столбика с накидом и убавляете, получается, провязываете 2 столбика вместе. Все. Вот мы проходим полностью до наших пышных столбиков. Считаем столбики. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот здесь вот у вас количество столбиков будет все время одинаково. Там, где вы убавляете, оно будет каждый раз на один столбик меньше. Понятно? А здесь, пока вы будете вязать, у вас будет все время 10 столбиков с накидом. Но до тех пор, конечно, пока убавочка не дойдет именно до этих столбиков. Когда она дойдет до этих столбиков, точно так же будет убавляться. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Как? Ну, погоди, да? Все. Давайте. Самостоятельно сейчас вы что делаете? Вот так вот провязываете здесь рогаточку из пышных столбиков. Провязывайте столбики здесь. Здесь у нас, по-моему, уже будет 7 столбиков, да? Раз, два, три, 4, 5. 5 получается. Смотрите, вот эти вот последний столбик, 6 и вот эти вот 2 столбика вместе вы провязываете вместе. То есть будет полноценных 5. Обратно пойдете, уже будет здесь 4. Опять пышный столбик. Здесь 10 столбиков. Договорились, что здесь у нас будет сохраняться количество столбиков пока. Опять провязывайте рогаточку из пышных столбиков и заканчивайте в 3 петельки подъема 4 столбика с накидом. Понятно? Надеюсь, понятно. Все, давайте самостоятельно дошли до левой стороны, вернулись до правой стороны, и здесь я вас встречаю. Так, смотрите, растет наша красота. То есть получается, вот я вас оставила на этих пышных столбиках, да, 10 столбиков мы провязали, и здесь получается мы провязали уже раз, два, три, 4, 5 столбиков и убавочка. Здесь получается убавочка 4 столбика, опять пышные столбики, 10 столбиков сохранилось. Вернулись опять к пышным столбикам, и здесь прибавочка из 4 столбиков. Далее опять прибавочка 4 столбиков, 3 столбика мы провязываем обычно, и опять идет рогаточка из пышных столбиков. Здесь 10 столбиков, неизменно остается.
Здесь опять идет рогаточка из пышных столбиков. И здесь, получается, мы провязываем с вами 2 столбика и убавка. Да? Возвращаемся. Убавка 1 столбик. Получается пышный столбик, опять 10 столбиков. Да? Пышный столбик. Здесь провязываем до конца наши столбики. И в конце мы приделаем прибавку 4 столбиков с накидом. И опять 4 столбика с накидом. Возвращаемся до нашего пышного столбика. Здесь опять будут 10. Здесь будут опять пышные столбики. И здесь я вам покажу, как мы будем убавлять. То есть я к чему? Что вы сейчас самостоятельно раз провяжете, 2 провяжете и 3. Да, вот до пышного столбика. А здесь убавочку я вам покажу. Договорились? Давайте самостоятельно. 1, 2, 3. Здесь я вас встречаю. Так, смотрите. Вот такая вот у нас красота растет. Это, скажем, промежуточный этап, да? Смотрите. Вот. 1, 2, 3 ряда провязали. Здесь я начала уже новую рогаточку с пышных столбиков. Здесь у нас опять 10 столбиков. Здесь 10 столбиков между пышными столбиками. И здесь, как мы договаривались, то есть когда останется один столбик, да, здесь убавочка, мы с вами встретимся. Итак, смотрите, как мы убавляем будем здесь. Точно так же, то есть мы вначале делаем 2 воздушные петельки, поворот. И вот в наш столбик последний мы ныряем, да, который остался, и провязываем столбик с накидом. Все. А дальше у нас опять пошел наш пышный столбик. То есть ничего сложного. Есть. Вот здесь мы провяжем с вами, получается, рогаточку из пышных столбиков. Опять пройдемся до конца. Так, здесь не забывайте, что будет делать прибавочку после пышных столбиков. 4 столбика. Видите, как он здорово заворачивается, да? Вот. Вернемся обратно, и здесь я вас опять встречу. Договорились? Просто чтобы показать, как мы будем здесь заканчивать. Точно так же, как мы заканчивали здесь. То есть будет один пышный столбик, я здесь вам покажу. Угу. Все, давайте. Провяжите самостоятельно ряд, вернетесь обратно. И здесь я вам покажу, как мы будем продолжать дальше. Итак, смотрите, вот мы здесь делаем прибавочки. Здесь у нас продолжаются наши, получается, рогаточки из пышных столбиков, да, между ними получается по 10 столбиков. И вот мы дошли уже до убавочки, до последнего столбика, да. Я вам повернула так, чтобы было понятно, удобно. На самом деле я делаю это на другой стороне. Итак, смотрите, вот получается последнюю шишечку я провязала. И дальше у нас должна быть же убавочка, правильно? Вот видите, у нас здесь было 2 столбика провязаны с одной верхушкой. Здесь получается, как я убавляю, после шишечки, вот после этой, я делаю столбик сюда же, в эту же арочку. Столбик, смотрите, 2 петельки провязываю, стоп. А далее, вот там, где у нас верхушка от 2 столбиков, я вот в эту верхушку проваливаюсь и провязываю 2 петельки, стоп. И теперь все 3 петельки вместе. Есть, понятно? А далее, смотрите, 2 воздушные петельки, поворот, и я утопаю вот верхушку, получается, вот этого пышного столбика. Вот на верхушка, и я провязываю столбик с накидом. Все. Далее, получается, я все свои 10 столбиков провязываю. Так, то есть здесь, получается, без изменений. Единственное, что, получается, в последующих рядах я буду убавлять, делать также убавочки, и у меня будет количество столбиков уменьшаться каждый раз на 1. Понятно, да? То есть вот так вот я провязала. Сейчас я вам покажу, дойду до пышного столбика и покажу. Ой. Провязала и провязала. Вот. А дальше получается, я продолжаю все точно так же, да? Продолжаю. Каждые 3 ряда я начинаю новые шишечки свои. Вот. И получается, между шишечками так и продолжаю по 10 столбиков. А вот здесь, смотрите, у меня получается сейчас убавочка, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбиков. Так? Далее, получается, когда я обратно пойду, я провяжу 9 столбиков, убавочка. Следующий ряд. Убавочка 8 столбиков. Далее будет у меня 7 столбиков, убавочка и так далее. Поняли, да? То есть точно так же, как мы вот здесь с вами убавляли. Поняли, да? Точно так же. То есть вы убавляете. Так? То есть получается, следующий у вас будет убавочка вот эта вот до сюда. Убавили. Потом следующая будет до сюда убавили. Но при этом каждые 3 ряда у вас будет вырастать здесь новая вот эта вот диагональ из шишечек. Классно? Давайте я еще провяжу несколько рядочков, чтобы показать вам, в принципе, что в итоге получается. Надеюсь, получится красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Мы с вами остановились вот на этой шишечке, да? Далее, смотрите, идет аккуратненько, медленно убавочка. А здесь, смотрите, как быстро идут прибавки, да?
Вот. То есть вот такая вот красота. Конечно, он будет дальше расти, 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 расти до нужного вам размера. Бактус. Я, конечно, постараюсь его довязать. Все дело в ниточках. Как только говорю, что я довяжу, ниточки пропадают, да, из продажи. Я постараюсь довязать. Мне понравился. Он вяжется несложно. Он вяжется очень быстро. Ну, смотрите, тут как бы никаких замудренностей нет, да. Смотрите, вот наш бактус как бы в миниатюре. Шейка, да, вот он, скажем, платочек наш. Вот наш треугольничек. Вот, и он будет постепенно вот так вот, как бы наискосок по диагонали, узорчик у вас будет расти, расти, расти. То есть, смотря сколько оборотов вы захотите сделать, я, наверное, возьму все-таки не 8 моточков, как на обычные, да, бактусы, а возьму, наверное, 10 моточков. Ну, если опять же будет. Итак, чтобы посмотреть, какие у меня на канале еще есть бактусы, я вот здесь вот справа наверху вам поставлю ссылочку. Вы можете на нее нажимать. Есть узорчики для бактусов, да, вы можете выбирать. Скоро весна. Будем вязать красоту. Так, что еще интересненького? Смотрите, узорчик сам по себе не очень плотный. То есть вы можете его сделать плотнее, если захотите. Возьмите крючок потоньше. Ну, в зависимости еще от пряжи, да. Опять же, вы можете сделать его более воздушным, более рыхлым, если возьмете крючок потолще. Опять же, кому не нравятся шишечки-бубочки, да, вы можете заменить принцип узорчика оставить, а заменить их обычной галочкой, да, обычной рогаточкой. То есть это получается столбик с накидом, 2 воздушные петельки, столбик с накидом. То есть не нужно напирать все вот эти вот шишечки. И все. И будет красота. У вас будет, у нас здесь плотная часть, да, как бы такая вот объемная выпирающая часть, видите? А у вас получается здесь будут просто дырочки воздушные такие вот. Это воздушный узорчик. То есть поняли, да? То есть там получается сами шишечки, вот эти бубочки, они идут наискосок по диагонали. Необычно, красиво, интересно. Пряжа может быть любая, может быть секционная, да? Может быть секционная не с таким частым сменой цвета, а может быть секционная, когда длинный переход цвета идет. Может быть, когда переходит с одного цвета на другой. Yarn Art Flower, знаете, такие, да, ниточки. Вот, то есть полет для фантазии огромный. Можно придумать также комплектики, да, к бактусам в виде шапочек, в виде беретиков и так далее. Я, как всегда, жду ваши комментарии. Возможно, кто-то уже этим узорчиком вязал. Делитесь, рассказывайте. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать новинки на канале. А также внизу, вот здесь вот справа, находится стрелочка «Поделиться». Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. И нажимайте на плюсик «Сохранить». Тогда у вас сохранятся все узорчики с данного канала в ваших папочках. А папочки можете уже называть как хотите. Всем ровных петелек. Увидимся в новых видео. Пока-пока.